Привет, меня зовут Лилия. В этом видео подробно покажу, как делала миниатюрную фантазийную дверь, которая стала основой для цветочной композиции. Сначала сделала набросок чертежа. Для тех, кто будет повторять, написала размеры. Вырезала, чтобы получить шаблон. Внутренний контур шаблона перевела на гофрокартон и вырезала. Ширина заготовки должна получиться 5 см. Дальше вы увидите, что верхний угол заготовки я скруглила. Из гофрокартона вырезала полоску шириной 2 см. Полоску наклеиваю на внутренний контур заготовки. Такую же полоску наклеиваю и на внешний контур. Получившуюся заготовку наклеиваю на кусок картона. А затем подрезаю вровень с контуром заготовки. Такую фигурку, а также остальные, я делала с помощью специальных силиконовых форм, называемых молдами. У меня есть отдельное видео, как их можно сделать. Ссылку на него оставлю в описании. Также оставлю ссылки, где покупала молды. Для этой фигурки делаю отверстие. Полоску картона шириной 3 см наклеиваю на внешний контур заготовки. И вот такая заготовка получилась. И начну ее декорировать. Это кусок от пенополистирольной строительной плиты. Ее толщина 2 см. Нарезаю полоски шириной по 3 мм. Пользуясь шаблоном, намечаю на полосках нужные мне контуры. Полоски наклеиваю. И уже по месту подрезаю их длину. Полосками закрываю весь проем. А потом закрытое отверстие вырезаю. Беговальной палочкой наношу неровные линии, канавки, создавая вмятины на поверхности. Таким образом создаю имитацию деревянных досок. Одну из полосок разрезаю вдоль на 2 части. И приклеиваю их по краям.
На них тоже делаю имитацию дерева. Дальше заклеиваю боковины проема. От 2-сантиметровой полоски отрезала 2 полоски шириной по 5 мм. Их наклеиваю по краю сверху. На полосках делаю небольшие поперечные канавки. Теперь нарезаю прямоугольники произвольных размеров. Уголки слегка сминаю, чтобы придать им небольшие округлости, и наклеиваю по периметру проема. Получилось вот так. Кроме фигурки на окошко, использую и другие. Обратите внимание, что окошко я уже наклеила, а между картоном и фигуркой положила матовую пленку. Фигурки приклеиваю. Теперь делаю неровности на детальках вокруг двери. Это придаст им вид каменной поверхности. Теперь сделаю основание. Из плиты вырезала 2 прямоугольника с размерами 8 на 25 и 10,5 на 27 сантиметров. Из полосок делаю плиточки разных размеров. Наклеиваю их по краю большей детали. Примеряю, где будут плитки на меньшей детали. Немного корректирую ширину основания. И после этого детали основания склеиваю. Между ними прокладываю картон.
Делаю это потому, что этот пенополистирол немного плавится от горячего клея. С картоном же склеиваемые поверхности будут держаться лучше. Примеряю и буду приклеивать к основанию верхнюю часть. Но сначала ее приклеиваю на картон и только потом на пенополистирольное основание. На картоне намечаю контуры задней стенки. Но прежде чем вырезать, намечаю напротив окошка и делаю отверстие. В это отверстие буду заводить светодиодную гирлянду. У меня она длиной 3 метра. Блок с батарейкой приклеиваю. С обратной стороны гирлянду сматываю и приклеиваю с помощью полоски картона. И теперь приклеиваю заднюю стенку. По контуру подрезаю край. Оставшиеся пустые места на основании также заклеиваю плиточками. Не показала, как это делаю, но потом это выглядит вот так. Крышку от бумажного лотка для яиц разрываю на небольшие кусочки. С помощью клея ПВА наклеиваю кусочки на боковую сторону миниатюры. Поверхность заклеиваю полностью. Также заклеиваю и переднюю часть поверхности. Здесь кусочки наклеиваю с небольшим нахлестом на боковую сторону. Когда все заклеено и высохло, получилось вот так. Теперь приступаю к покраске. Все краски использую акриловые художественные. Сначала закрашиваю дверь.
Здесь я поняла, что для дальнейшего размещения цветов, веточек и другого декора мне нужно большее основание, поэтому приклеиваю еще одну плитку. Ее размер 15 на 27,5 сантиметров. Как и раньше, между проклеиваю кусочек картона. Здесь я уже не делаю никаких плиточек, просто основание. И продолжаю покраску. Все элементы под камень закрашиваю одним серо-бежевым цветом. Поверхность, оклеенную бумагой от яичных лотков, закрашиваю краской, которую сильно развожу водой. Так будут видны цветовые переходы, подтеки, что будет создавать определенную натуральность поверхности. Теперь прорабатываю фигурки на двери. Черную акриловую краску развожу водой и закрашиваю ей поверхность фигурок. Лишнюю воду убираю салфеткой. Вместе с этим часть краски с поверхности удаляется, но остается в углублениях. Создаю цветовые пятна, так скажем, на каменных поверхностях. Кистью с разведенной краской ставлю пятна и тут же их убираю влажной салфеткой. После высыхания краски пятна, конечно же, остаются. А в этом случае краску водой уже не разбавляю и пользуюсь сухой кистью. Наношу небольшие пятнышки. Этот прием называется сухая кисть. Дополнительно в некоторых местах слегка растираю их влажной салфеткой. И получилось вот так. Акриловой краской с сильным золотым пигментом, сухой кистью прохожусь по выступающим поверхностям фигурок на двери. Когда краска хорошо высохла, все покрываю полуматовым акриловым лаком. Лак хорошо высох, и теперь на основе этой миниатюры можно создавать любую композицию. Я буду делать осеннюю с небольшим уклоном уже к зимней. Подготовила декор. Вот такая светодиодная свеча и для нее подставка. Подставка для яиц, но будет под свечу. Такие бархатные декоративные тыковки я покупала Fix Price. Эти веточки тоже оттуда. С букета искусственных гортензий снимаю 3 шапочки. Такие зимние ягоды шиповника были Fix Price в прошлом году. Возможно, в этом тоже будут. Ягоды на ветке уже не помню откуда. А ягодки мелкие из Wildberries. Все возможные ссылки на материалы оставлю в описании под видео. Это натуральные ветки, которые я срезала с ивы. И сначала буду закреплять их. Связываю концы.
Из кусочка проволоки делаю шпильку и с помощью нее закрепляю ветки к основанию. Все проколы буду стараться по возможности делать в стыке элементов миниатюры, чтобы потом, когда композицию разберу, отверстия не бросались в глаза. Подставку для свечи также закрепляю с помощью проволоки, ну а сама свеча будет стоять свободно. Прищепки на тыковках меняю на зубочистки. На концы длинных веток также закрепляю зубочистки. При необходимости веточки можно подклеить, например, к другим декоративным элементам. И на концы бутонов цветов также креплю зубочистки. Если не хватает длины зубочисток, то можно использовать деревянные шпажки. При необходимости длинные ветки я разрезаю пополам. Вот таким образом веточки и основные элементы я распределила в композиции. И теперь добавляю ягодки. А еще вместо шпажек на концы можно наматывать кусочек проволоки. И вот так у меня получилось. Теперь можно включить подсветку. Такая композиция добавит красок в хмурые осенние вечера. А если прибавить к ней паутину, паучков, какие-то другие атрибуты Хэллоуина, то это уже будет декор к этому веселому празднику. Буду рада вашим комментариям, а если понравилось, не забудьте отметить лайком, это очень помогает развиваться этому каналу. Всем огромное спасибо за внимание и, как всегда, жду вас на своем канале.